Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Якутская тайга не прощает ошибок. В феврале, когда дыхание застывает ледяными кристаллами прямо в воздухе, а термометр у старого крыльца замирает на отметке -61 градус Цельсия, мир превращается в монохромный кошмар. Здесь нет звуков, кроме треска лопающихся от стужи стволов лиственниц и завывания хапхана, колючего северного ветра, который выметает остатки жизни из каждой щели. В самом сердце этого безмолвия, в сотни километров от ближайшего жилья, стоял крохотный сруб. Его стены, почерневшие от времени и пропитанные дымом, казались естественным наростом на теле земли. Здесь жила Туяра, женщина, чье лицо напоминало иссушенную кору древнего дерева, а глаза сохранили ясность весеннего льда на лене. Ей было 80. Десятилетия одиночества научили ее понимать тишину лучше, чем человеческую речь. Ее единственной связью с миром живых были двое: старый кобель Алмаз, чей мех был густым, как войлок, и молодая лайка Тайга, чья энергия была единственным, что не замерзало в этом краю. В тот день небо слилось с землей. Белая мгла, кудюр, стерла горизонт. Туяра вышла на крыльцо, чтобы набрать дров. Мороз ударил по легким, заставляя закашляться. Собаки, обычно рвущиеся вперед, вдруг замерли. Алмаз не зарычал, но его шерсть на загривке встала дыбом, а из горла вырвался низкий вибрирующий звук, похожий на стон. Сквозь пелену снега, шатаясь от ветра, двигалась тень. Огромная, тяжелая, она казалась частью самой бури. Туяра инстинктивно сжала рукоять старого топора, оставленного у двери. Бурый медведь в феврале? Шатун. Смертный приговор. Голодный зверь, не залегший в спячку или разбуженный морозом, не знает страха и жалости. Но когда фигура приблизилась на расстояние 10 шагов, старушка замерла. Это была медведица. Изможденная, с клочьями облезлой шерсти, она едва переставляла лапы. Но странным было не это. В ее мощных челюстях, способных дробить кости лося, покоился маленький рыжевато-бурый комок. Медведица остановилась. Снег забивал ей ноздри, дыхание вырывалось густыми облаками пара. Она медленно, почти торжественно опустила голову и положила ношу на снег прямо у ног женщины. Медвежонок не двигался. Он был едва больше рукавицы, и его тельце сотрясала мелкая дрожь. Зверь поднял голову. Глаза медведицы, глубокие, янтарные, полные невыносимой, почти человеческой тоски, встретились с глазами Туяры. В этом взгляде не было голода. В нем была последняя, отчаянная просьба матери, которая знает, что сама не доживет до рассвета. Туяра смотрела на медведицу, и время словно повернуло вспять. Память — странная вещь. Она оживает в самые страшные моменты. 40 лет назад молодая Туяра нашла в лесу медвежонка, чью мать убили браконьеры. Она выхаживала его всю зиму, кормила молоком и рыбой, а весной отвела далеко в горы и оставила там, плача и запрещая себе оборачиваться. Могла ли эта старая, умирающая медведица быть тем самым спасенным существом? Или в диком мире существует некое общее знание, передающееся через поколения, знание о том, что в этом маленьком доме живет человек, который не убивает? Медведица сделала шаг назад. Она качнулась, ее силы были на исходе. В Якутии говорят: если медведь пришел к твоему порогу без злобы, он принес свою душу. Старушка опустила топор.
Она сделала то, что любой охотник назвал бы безумием. Она шагнула вперед, наклонилась и подняла ледяной комок шерсти. Медвежонок был едва живым, его сердце билось редко, как капель весной. «Ты пришла», — тихо прошептала Туяра. Ее голос, охрипший от холода, прозвучал удивительно мягко. «Ты все-таки вспомнила дорогу домой?» Медведица издала звук, похожий на глубокий вздох облегчения. Она в последний раз посмотрела на своего детеныша, развернулась и, шатаясь, ушла в белую мглу. Она уходила умирать, зная, что ее продолжение останется в тепле. Внутри избушки было накурено и тепло от печки-буржуйки. Собаки, почуяв дикого гостя, забились под нары, но не лаяли, они чувствовали важность момента. Туяра положила медвежонка на старую оленью шкуру у самого огня. «Ну же, маленький дух тайги», — приговаривала она, растирая его крошечные лапки жесткой шерстяной тканью. «Не время тебе к предкам уходить. Рано». Она грела молоко, разбавляя его жиром и медом, скудными запасами, которые берегла на крайний случай. Весь день и всю ночь старушка не смыкала глаз. Она вливала капли жизни в пасть зверька, согревала его своим дыханием, шептала ему древние якутские напевы о вечном небе и добрых духах гор. К утру, когда метель снаружи начала стихать, а мороз опустился до немыслимых минус 65 градусов Цельсия, медвежонок впервые открыл глаза. Он издал тонкий, жалобный писк и уткнулся носом в ладонь Туяры. Прошло 3 недели. Медвежонок, которого старушка назвала Тыган, окреп. Он смешно переваливался по маленькой комнате, играл с хвостом ворчащего алмаза и спал, уткнувшись в бок тайги. Собаки приняли его как своего. Закон тайги в этом доме был временно отменен высшим законом сострадания. Туяра понимала, что эта встреча была не случайной. В мире, где природа становится все более враждебной, а люди забывают свои корни, этот крошечный зверь стал для нее напоминанием. Доброта — это единственная валюта, которая не обесценивается даже в ледяном аду. Однажды в сумерках, когда небо окрасилось в невероятный фиолетовый цвет северного сияния, Туяра вышла на порог. Она посмотрела в сторону леса, где исчезла медведица. Где-то там, под слоем снега, теперь покоилась та, что доверила ей самое ценное. «Мы справимся», — сказала она в пустоту, и ветер, казалось, на мгновение затих, прислушиваясь. «Он вырастет сильным. Я обещаю». История Туяры и медвежонка стала легендой среди редких охотников и метеорологов, проезжавших через те края. Говорят, что и сегодня в якутской глуши можно встретить огромного медведя, который не боится людей, но и не нападает на них. Он просто стоит на опушке леса, наблюдая за дымом из трубы одинокого домика, словно охраняя покой той, что когда-то согрела его своим дыханием. Это история о том, что даже когда термометр показывает смерть, человеческое сердце способно генерировать тепло, достаточное для спасения целого мира. Пусть даже этот мир умещается на ладони и покрыт бурой шерстью. Зима в якутской тайге не заканчивается в марте. Она лишь неохотно меняет гнев на милость. К тому времени, когда первые лучи весеннего солнца начали топить наст, превращая его в ледяную корку, Тыган уже не был тем беспомощным комочком. Он превратился в крепенького, своенравного подростка, чьи когти начали оставлять глубокие борозды на бревенчатых стенах избы. Туяра знала, самая сложная часть ее миссии только начинается. Мало спасти жизнь, нужно вернуть ее законному владельцу, тайге. Она начала брать Тыгана на короткие прогулки, обучая его тому, чему должна была научить мать.
Она показывала ему, где под снегом прячется замерзшая брусника, как разрывать гнилые пни в поисках первых пробуждающихся личинок и как слушать ветер, предупреждающий о приближении опасности. Расставание не было мгновенным. Это был долгий, болезненный процесс отвыкания. К середине лета Тыгын все чаще пропадал в зарослях стланника, возвращаясь к избушке лишь в сумерках. Он все еще искал защиты у старого алмаза, но его природные инстинкты брали верх. Однажды вечером, когда небо над Якутией горело золотом долгого полярного дня, Тыгын не вернулся. Туяра долго стояла на крыльце, вглядываясь в густую зелень лиственниц. Сердце щемило, но в глубине души она чувствовала облегчение. Она сделала то, что просили те янтарные глаза медведицы в февральскую стужу. Прошли годы. Туяра старела, ее шаги становились все тяжелее, а охапки дров все меньше. Но в округе начали происходить странные вещи. Охотники-промысловики, чьи пути пролегали мимо ее заимки, рассказывали невероятные истории. Они говорили об огромном медведе-великане, который обладал странным нравом. Он не разорял зимовья, не трогал капканы и, что самое удивительное, никогда не нападал на людей, если те не проявляли агрессии. Но стоило чужаку с дурными намерениями, браконьеру или заезжему добытчику, подойти слишком близко к дому старой Туяры, как из лесной чащи доносился такой леденящий душу рык, что самые смелые бросали снаряжение и бежали прочь. Тыгын стал не просто медведем, он стал духом-хранителем этого места. Он помнил запах молока, жира и тепла, исходящий от человеческих рук. Он помнил голос, который пел ему в самые темные ночи его жизни. В свой последний год Туяра уже почти не выходила из дома. Однажды, когда осенний иней уже посеребрил землю, она услышала тяжелые шаги у двери. Алмаз, старый и почти ослепший, не залаял. Он лишь слабо вильнул хвостом. Туяра с трудом открыла дверь. На пороге стоял он. Исполин, чьи плечи едва проходили в дверной проем. Его шерсть была густой и темной, а на груди виднелось небольшое рыжеватое пятно, отметина его детства. Тыгын не пытался зайти внутрь. Он просто стоял и смотрел на нее теми самыми янтарными глазами. Старушка протянула дрожащую руку и коснулась его жесткого, влажного носа. «Пришел попрощаться, хозяин?» — тихо спросила она. Медведь издал тихий гортанный звук, почти похожий на вздох, и положил к ее ногам крупную тушу дикого оленя, добытую в честном бою с тайгой. Последний подарок материнскому теплу, которое когда-то победило минус 61 градус Цельсия. Когда Туяры не стало, дом опустел, но тайга не поглотила его. Говорят, что медведь еще долго приходил на пепелище, охраняя память о женщине, которая доказала, даже в самом суровом краю, милосердие — это закон, стоящий выше голода,